Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для весов. И, мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я хотела бы обратить ваше внимание на то, что я ведический астролог, и прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как узнать свой восходящий знак, я рассказываю в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании и в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает весов в марте 2026 года. Я вам напомню, что к началу марта вы приходите со скоплением планет в вашем пятом доме гороскопа, в доме отдыха, творчества, развлечений, в доме различных мероприятий, поэтому вполне вероятно, что к началу марта вы успеете так немножко отдохнуть, либо уже устанете от какого-то отдыха, от каких-то развлечений, и в марте эта картинка начнет меняться. С 1 марта по 26 марта управитель всего вашего гороскопа Венера заходит в шестой дом гороскопа, дом труда, дом рутины, дом препятствий, дом, который у нас называется враги, долги, болезни. Это дом гороскопа, который отвечает за ежедневную деятельность, за ежедневную рутину, за наведение порядка. И Венера по шестому дому гороскопа, когда пойдет как планета, которая управляет всем нашим гороскопом, отвечающая за наше здоровье, она может указывать на то, что наступает пора обратить внимание на свое здоровье, добавить в жизнь немножко больше физических каких-то упражнений. Может быть желание заняться процедурами красоты, навести порядок. А помимо этого какую-то косметику аптечную, какую-то косметику, помогающую вам в преодолении каких-то проблем именно. То есть это такой период ухода за собой, заботы о себе с точки зрения красоты, молодости и внешности. Также транзит Венеры по шестому дому гороскопа может давать желание поремонтировать автомобили, одежду, украшения, все, что связано вот с одеждой, обувью, все, что связано с различными украшениями и транспортом, оно может подлежать ремонту, техническому обслуживанию, проверке состояния. И еще одна важная тенденция — это то, что могут всплыть какие-то обстоятельства, которые от вас были скрыты, появиться какие-то обстоятельства, то есть вы можете о чем-то узнать, о том, что было от вас скрыто, что вы не знали раньше, то есть что-то происходило, то, чего вы не знали. И эти обстоятельства могут привести к тому, что у вас меняется режим дня, у вас меняется режим труда и отдыха, у вас, может быть, появляется какая-то работа или происходят какие-то перемены в работе. Шестой дом — это еще и дом работы, и поэтому вы, может быть, будете направлены на то, чтобы искать работу, либо что-то менять в работе, либо вообще там перестраивать свой график и так далее. 3 марта состоится лунное затмение в 11 доме гороскопа. Как всегда, про затмение я снимаю отдельное видео, поэтому, естественно, будет еще одно видео про затмение для всех, где мы подробно будем говорить про градусы, про планеты, на которых происходит затмение, про символику затмения. Сейчас хочется отметить, что лунное затмение в 11 доме гороскопа — это период какой-то, если вы работаете, может быть, пересмотра уровня оплаты труда, это может быть, если у вас есть бизнес, пересмотра подходов к бизнесу, переоформление бизнеса, какого-то закрытия, закрытия счетов, переоформление счетов, выход из каких-то сообществ, пересмотр целей и планов на будущее. Но, как всегда, это не значит, что у всех будет все глобально, потому что все будет зависеть индивидуально от точек, которые затрагиваются либо не затрагиваются затмением, и об этом мы будем еще отдельно говорить. С 14 марта по 14 апреля в шестом доме гороскопа будет еще и Солнце тоже указывает на то, что будут происходить корректировки ваших планов и вашего будущего.
А Солнце напрямую дает комбинацию, создает комбинацию на то, чтобы менять планы, менять свои цели, пересматривать. Может быть, какое-то сообщество, создание какого-то сообщества трудового, объединение каких-то людей ради какой-то цели, чтобы отстоять какие-то интересы, либо чтобы вместе заниматься спортом, например, то есть собрать группу подружек, чтобы вместе заняться спортом, чтобы вместе пойти на какую-то процедуру, в том числе. В принципе, Солнце в шестом доме гороскопа, когда идет, мы можем больше помогать другим. Это время такого сервисного нашего проявления, когда мы помогаем, когда мы служим другим людям. И Солнце в транзите по шестому дому гороскопа может прояснить какие-то вопросы, связанные с работой, с кредитами, с долгами, выявить каких-то недоброжелателей, если они у вас есть, выявить какие-то ошибки, какие-то вещи, которые требуют исправления в разных сферах вашей жизни. Если кто-то ищет работу, то для весов это, в принципе, хороший период, потому что может быть какое-то предложение по работе, особенно от друзей, особенно от каких-то покровителей, от лиц, которые вам симпатизируют. То есть этот транзит такой, он помогает прояснять то, что работает неправильно, и это исправлять. Если есть домашние питомцы, то будьте внимательны к здоровью питомцев, потому что этот транзит может давать тоже такое, что нужно заниматься вопросами здоровья питомцев, помогать каким-то животным, в принципе, не обязательно даже домашним животным, а каким-то, может быть, пойти волонтерить или там куда-то сходить помочь, то есть присмотр за животными тоже может быть в вашей жизни в этот период времени. А 19 марта состоится новолуние в вашем шестом доме гороскопа. Вот новолуние в шестом доме гороскопа может как раз и дать начало работы, то есть появление новой работы, начало лечения, если кто-то планировал такое, начало занятий спортом, какой-то кредит, появление домашнего животного, выявление какого-то спорного вопроса. Если актуально, то начало какого-то судебного процесса. То есть все, что связано со спорами, это будет начало. Со спорами, с работой, с лечением будет начало какого-то нового процесса. Но опять же, не всегда это глобально и значительно. Это может быть, пошли там зуб залечили, вот вам и новолуние в шестом доме гороскопа, поликлинику посетили. 20 марта Меркурий выйдет из ретроградного движения в вашем пятом доме гороскопа. И выход Меркурия из ретроградного движения – это возможность завершить, доделать, получить ясность по вопросам, про которые у нас говорит Меркурий. А в данном случае это будет возможно, окончательная договоренность по каким-то вопросам с детьми, либо окончательные какие-то решения по вопросам учебы, по вопросам посещения каких-то мероприятий, поездок на какие-то мероприятия, соревнования, в том числе, может быть, по вопросам каких-то экзаменов, конкурсов и так далее. То есть, если у вас такие вещи застопорились в феврале, с 26 февраля, то вот они могут разрешаться после выхода Меркурия из ретроградного движения. Но до конца марта Меркурий еще будет идти по вашему пятому дому гороскопа, поэтому вопросы отдых, развлечений, мероприятий, обсуждения, организации, они тоже будут еще по-прежнему актуальны. И с 26 марта по 19 апреля Венера перейдет в седьмой дом гороскопа, в дом партнерства, брака, личной жизни, в дом команд. Транзит Венеры по седьмому дому гороскопа – это, как знаете, как входить в какой-то новый коллектив или, в принципе, входить в какой-то коллектив, налаживать отношения с какими-то людьми. То есть, если вы устраиваетесь на работу, то это нормально, когда вы приходите в новый коллектив, начинаете со всеми налаживать отношения. Но чаще всего бывает такое, когда Меркурий идет по седьмому дому гороскопа, мы как будто бы знакомимся, но Венера тоже может указывать на то, что мы пытаемся с кем-то наладить отношения, установить какие-то партнерские связи. В личной жизни это период, может быть, романтики, расцвета и желание тоже наладить какие-то отношения, поиск бизнес-партнеров, то есть поиск партнерства, либо взаимодействие в партнерстве. Но партнерство бывает разным. Партнерство бывает, когда нам подружка предложила совместно походить на какую-то
тренировку, мы говорим, я с тобой пойду, это и есть тоже партнерство. То есть что-то делать совместно с кем-то, пойти с кем-то за компанию. Также транзит Венеры по 7-му дому гороскопа может дать такое выявление каких-то историй, связанных с отношениями, либо с партнерством, либо с какой-то группой. Что-то тоже, что было скрыто, может выйти наружу, может стать явным. Но это не плохая какая-то история, а просто что-то внезапно, что вы узнаете. Может быть, какие-то новости внезапные о партнере, о партнерстве, о команде, в которой вы состоите. Какая-то новость, которую вы не ожидали. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для весов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.